Один из вопросов, который поднимался, мы как-то на него пытались отвечать и даже отвечали, это был вопрос, собственно говоря, что делать со слайдом, когда вам нужно расположить много, соответственно, там вот каких-то элементов, ну, каких-то фотографий, потому что это у вас явно частая задача, вот, чтобы это было аккуратно, красиво и так далее. Соответственно, делюсь вот этим алгоритмом. Смотрите, я возьму этот слайд, он, на мой взгляд, ну, как это сказать, чуть менее чем ужасен. Хотя с точки зрения, например, структуры здесь все хорошо, и с точки зрения там, набора картинок тоже мне все понятно, и текста мне все понятно. Вот. Но его можно делать более аккуратно. Соответственно, алгоритм верстки слайда достаточно простой. Вот он. Поехали. Структура. Тут на самом деле автор очень хорошо поработал над структурой, и она сразу видна. Она вот как-то так выглядит. И без нее, без вот этого вот в голове вы вообще не должны начинать слайд, то, что у нас не получится. Вначале просто прикиньте вот это вот, что первостепенное, что второстепенное, соответственно, что третьестепенное, да, что ствол, что ветки, что листья. Поехали, вернемся снова сюда. После того, как вы определились со структурой, это очень важно делать, вы начинаете прикидывать макет. Макет – это какая-то абстрактная идея расположения вот ваших объектов. Да? Соответственно, сейчас вот я возьму вот это и поиграюсь. Вот так вот можно сделать, да, вот так вот можно сделать. Это как будто бы я играюсь только расположением фотографий. Сомнительно тоже можно. Вот так я бы не стал делать для презентации, потому что ну, как бы это полное нарушение такой структуры вашей, да. Вот это сомнительная вещь, если это у вас все слайды в таком стиле, да. Ну, то есть, если это, например, фотография, задающая тон вообще всему, вот, например, вы говорите про сумки, и там ключевым образом выделена вот эта сумка, и если эта фотография там справа, я задам вопрос, почему, да? Но важный момент, если вы такой слайд делаете для того, чтобы создавать ритм, ну, у вас там 5 таких слайдов одинаковых, да, вот, и вы где-то картинку главную ставите слева, где-то справа, да, тогда это допустимо. Тогда, только для того, чтобы поддерживать такой вот ритм. А вот, например, все вот так вот верстать постоянно, особенно когда эта картинка такая не задающая фоновое какое-то эмоциональное состояние, да, а вот именно вот эта картинка, вот я говорю про сумки, вот это вот сумка самым крупным размером, то она, конечно, не должна быть справа. Окей. Соответственно, вот так тоже можно, вот эта левая часть мне вызывает сомнения. Можно, несмотря на то, что есть, соответственно, белое пространство слева. Можно, но придется мучиться. Окей, хорошо. Соответственно, точно так же это работает, когда мы начинаем работать с текстом. Просто как бы приходится больше двигать, да, но точно так же вы можете все это набрасывать, такие же идеи прикидывать. Да. Соответственно, сейчас я... Да, ну, понятная идея. А теперь давайте попробуем, соответственно, перейти к тому, чтобы на макет накладывать наши картинки. Значит, вот мы взяли и наложили на, соответственно, вот этот макет. Как-то не очень. Да? И я рекомендую просто отказаться, взять другой макет. Если вы наложили на макет и сразу, как это сказать, уже не получился результат на 3 с плюсом, да, то лучше этот макет дальше не тюнить. Лучше взять другой макет. Серьезно. Вот. Смотрите, вот с этим уже можно работать. Да? Вот я сейчас наложу, да, картиночку сейчас растяну. Ну, понятно, что она просто занимает 2 места вместо одного. Вот. Ну вот, в целом это уже лучше, чем то, что было. Но уже дальше можно двигать. Вот дальше уже можно немножко тюнить, потому что в целом макет оказался более-менее рабочим. Смотрите, вот так можно, вот так можно, так можно. Ну и в конце концов вот так вот я дошел, и, соответственно, лучше откадрировать фотографию вот так вот, да, чтобы сумка была лучше видна. Все, конец истории. Теперь покажу, соответственно, та вещь, когда я говорил, что вот не надо пытаться оживлять подходящий макет, когда макет уже не подходит. Вот смотрите. Вот мы сделали. Убрали, соответственно, все плашки макета. И вот это уже, что бы вы не пытались сделать, хорошо не станет. Понимаете, да? Вот. И можно изменить этот макет. То, что я называю, что называется, найти более подходящий макет. Видно, да, что здесь в центре уже не прямоугольник, а овал. И вот нижнюю часть еще давайте более овальную сделаем. Все. Вот с этим уже отлично. Правда, естественно, придется поплатить, потому что все-таки это такая не очень стандартная вещь. И крупная картинка не такая крупная здесь. Как говорится, если вот вам надо так, то окей. Но я, конечно, любитель более простых, соответственно, макетов. Вот самый простой вариант, с которым, скорее всего, вы будете многие работать, и не надо гнушаться его, отлично работает. Да, вот, соответственно, еще раз наложили, все. И дальше можно уже там еще подвигать немножечко все это хозяйство вот так вот, да. Вот это вот сейчас мы закрыли нижнюю дыру, вот. Растянули сумку, и что, нормально. Соответственно, и вот так вот. Важный момент, смотрите, многие меня спрашивали, соответственно говоря, Алексей, а вот какая есть сумка там, или там с сапогидом, да,
какого размера должны быть, да. Тут такая вещь. Вот этот размер определяете вы. И этот размер должен быть согласно вашему замыслу того, как должно распределяться внимание человека. То есть, если вы хотите, чтобы вначале он посмотрел именно на эту сумку из всех вот этих сумок, да, после большой картинки, значит, вот Стелла Маккартни должна быть большой. Все, больше ничего. То есть, размер определяется этим. Если вы у вас все равнозначно, ну, значит, приблизительно все одинакового размера, там, пропорционально друг другу, да. Просто, ну, я имею в виду соблюдение таких человеческих пропорций, да, пропорций реальной жизни. То есть, там, ботинки не могут, соответственно, быть размером полностью с кофту, да, ну, в смысле, или больше, чем кофта, да, потому что они все-таки меньше. Вот. Окей, хорошо. Смотрите, вот так я сейчас сдвинул, и мне тоже это кажется не очень хорошо, потому что получилась такая монотонность. У нас две такие подряд, соответственно, большие сумки, да. Вот так вот гораздо лучше. Понимаете, большая, две мелких, снова большая. Да? Вот. Ну, это так тоже нормально, потому что две мелких, соответственно, одна покрупнее, снова две мелких. Вот. Значит, пожалуйста, еще раз ваше внимание на фотографию. Она всегда будет мылить глаз, она всегда будет тяжело вписываться в такое, просто потому что она выделяется от всех остальных сумок. И самый простой вариант просто либо все фотографии вот такого рода, да, ну или там с другой подложкой этой фотографии, но все же фотки, да, такие вот, либо уже обтравленные на белом фоне просто идеальные такие объекты, как вот, соответственно, все остальные сумки. Вот. Вы всегда будете мучиться, пытаясь это как-то притулить, чтобы это выглядело более-менее так профессионально, ну, аккуратно. Вот. И последнее – это стиль. Стиль – это шрифт в первую очередь, соответственно, вот я его поменял, уже стало совсем по-другому. Это цвет, вот я его снова добавил, и, соответственно, это логотип. Все, вот эти вот три вещи на 80% определяют фирменный стиль и вот восприятие, которое вы производите, или ваш слайд, ну, ваш проект производит. Вот. Все остальное – это уже вторично. Ну, понятное дело, что содержание тоже влияет, но я сейчас говорю, абстрагируюсь от содержания, да? Окей. Вот, соответственно, и могут быть еще графические элементы. Ну, это всякие там плашечки, вот как у меня здесь сейчас эти треугольнички. Да, вот эти треугольнички, например, вот так вот могут использоваться, видите, для, соответственно, того, чтобы как-то картинку еще больше, ну, в смысле, фотографию вписать в единый такой стиль. Да. Вот смотрите, я поменял шрифт, я поменял логотип, цвет, и я еще поменял, опять-таки, графический элемент. В данном случае это скругленные, да, уголки фотографии. Здесь, соответственно, скругленные, здесь скругленные. Да, и вот это уже в целом совсем другой как бы стиль, да, получается, хотя вроде как макет тот же самый, да, то же самое, да, поменял. Вот. Пошалим, сделаем Uniqlo. Кстати, я ни разу не произнес слово сетка, да, вот, и это сейчас давайте я произнесу на всякий случай, что сетка, как я уже говорил, помогает просто проверить, что вы не накосячили, что ваше ничто там сильно не выбивается друг относительно друга. Вот я ее сейчас здесь вот как бы так вот воспроизведу, да, и вот видно, что плюс-минус там они как бы вот в своих вот этих колонках находятся так по центру, да, вот. Все, вот для этого сетка нужна. Ее не обязательно рисовать. Как вы видите, я здесь ничего не рисовал, и вы можете не рисовать. Вот. Ну или нарисовать очень простую какую-то. Это интуитивно вы сами придете к этому. Соответственно, вот так вот выглядит Benetton. Ну и, наверное, на этом все. Собственно говоря, дорогие друзья, без структуры ничего не стоит начинать. С макетами вначале нарисуйте самый простой макет или несколько там, для первых 5 слайдов на бумаге, вот, и потом уже, значит, верстайте слайды. И если макет с первого раза уже, когда по нему расположили картинки, как говорится, не алё, да, ну тогда проще поменять макет, чем пытаться вдохнуть жизнь вот, в мертворожденное что-то. Ну и, соответственно, стиль. Да? Шрифт, цвет, логотип. Все, больше ничего. Все. Надеюсь, у вас получится верстать достаточно быстро, аккуратные такие слайды с большим количеством элементов. Всем пока.